Искусственный интеллект – новый этап эволюции. Искусственный интеллект, ИИ, меняет наш мир. Это уже не сюжет фантастического романа Стругацких, а наша повседневная действительность. ИИ проникает во все сферы жизни, от медицины до индустрии развлечений. Его развитие стремительно ускоряется, открывая перед нами невероятные перспективы. Последние 30 лет стали эпохой бурного прогресса в области ИИ. Мы стали свидетелями рождения алгоритмов, способных обучаться, анализировать гигантские массивы данных и принимать самостоятельные решения. Это привело к появлению новых технологий и инструментов, без которых мы уже не представляем свою жизнь. За ИИ будущее. Он станет нашим незаменимым помощником в решении сложных задач, автоматизации рутинных операций и создании принципиально новых продуктов и услуг. Человечество стоит на пороге новой эры, где ИИ станет неотъемлемой частью нашей жизни, подобно смартфонам и интернету. В развитии ИИ можно выделить два основных подхода – классический ИИ и машинное обучение. Классический ИИ — это как создание умных справочников. Он основан на экспертных системах, которые используют заранее заданные правила и логические алгоритмы для решения задач. Представьте себе дерево решений, где каждый выбор ведет к определенному результату. Этот подход был особенно популярен на заре развития ИИ. Машинное обучение — это совершенно иной подход. Здесь мы не программируем каждый шаг, а даем машине огромный набор данных и позволяем ей самостоятельно находить закономерности и строить модели. Это как если бы ребенок учился говорить, слушая речь взрослых. Именно этот подход привел к настоящему прорыву в области ИИ в последние десятилетия. Развитие машинного обучения стало возможным благодаря появлению мощных компьютеров и доступности колоссальных объемов данных, сравнимых с хранилищем всей информации в Российской государственной библиотеке. Это позволило создавать сложные нейронные сети, способные решать задачи, которые раньше казались неподвластными машинам. Классический ИИ нашел свое применение во многих областях. Вспомните шахматные программы, ставшие настоящей сенсацией в 90-е. Deep Blue, созданная компанией IBM, в 1997 году обыграла чемпиона мира Гарри Каспарова, гроссмейстера, которого называли «шахматный Моцарт». Это стало знаковым событием, продемонстрировавшим впечатляющий потенциал ИИ. А как же поисковые системы, без которых мы уже не представляем свою жизнь? Google, Яндекс и другие поисковики – все они используют алгоритмы классического ИИ для индексации веб-страниц, ранжирования результатов поиска и борьбы со спамом. Классический ИИ также незаменим в системах компьютерного зрения, распознавания речи, машинного перевода и многих других областях. Несмотря на стремительное развитие машинного обучения, классический ИИ остается важным инструментом в арсенале разработчиков. Машинное обучение произвело настоящую революцию во многих сферах. Оно используется для распознавания образов, прогнозирования событий, создания рекомендательных систем, и это далеко не все. Алгоритмы машинного обучения – это топливо, на котором работают многие сервисы, которыми мы пользуемся каждый день. Социальные сети, например, активно используют машинное обучение для персонализации новостной ленты, показа релевантной рекламы и выявления подозрительных аккаунтов. А интернет-магазины прибегают к его помощи для формирования рекомендаций товаров, прогнозирования спроса и оптимизации цен. Развитие машинного обучения неразрывно связано с облачными технологиями. Облачные платформы – это как гигантские вычислительные центры, предоставляющие доступ к мощностям и хранилищам данных, необходимым для обучения сложных моделей. Это делает машинное обучение доступным не только для крупных корпораций, но и для небольших компаний и независимых разработчиков. Нейронные сети – это особый класс алгоритмов машинного обучения, которые имитируют работу человеческого мозга. Представьте себе сеть из миллиардов взаимосвязанных узлов, называемых нейронами. Именно так устроена наша нервная система. Каждый нейрон обрабатывает и передает информацию, и вместе они способны решать невероятно сложные задачи. Глубокие нейронные сети, состоящие из множества слоев, это как многоэтажные здания, где каждый этаж обрабатывает информацию на своем уровне. Они показали выдающиеся результаты в задачах распознавания образов, обработки естественного языка и даже генерации текстов, музыки и изображений.
Развитие нейронных сетей идет параллельно с развитием вычислительных мощностей и появлением новых, более совершенных алгоритмов обучения. Это позволяет создавать все более глубокие и сложные сети, способные решать задачи, которые еще вчера казались фантастикой. Генеративные нейронные сети – это как художники в мире ИИ. Они способны не просто анализировать информацию, но и создавать новый контент, рисовать реалистичные изображения, писать тексты, сочинять музыку и даже генерировать программный код. Это открывает безграничные возможности для творчества и автоматизации. Взять, к примеру, DALL-E 2, разработанную компанией OpenAI. Эта нейросеть – настоящий художник. Она способна генерировать изображения по текстовому описанию. Хотите увидеть кота в шляпе, играющего на балалайке? Пожалуйста, DALL-E нарисует его для вас. Генеративные нейросети уже сегодня используются для создания дипфейков, написания сценариев, генерации музыки и многих других творческих задач. Однако их развитие поднимает важные этические вопросы о авторском праве, дезинформации и будущем искусства. Россия не стоит в стороне от мирового прогресса в области ИИ. В нашей стране создаются собственные ИИ-платформы, разрабатываются инновационные решения и внедряются ИИ-сервисы в различных сферах. Российские пользователи уже сегодня имеют доступ к широкому спектру инструментов и сервисов, работающих на базе ИИ. Среди ключевых игроков на российском рынке ИИ можно выделить Яндекс, Сбер, ВК, Mail.ru Group и многие другие компании. Они предлагают облачные платформы умных голосовых помощников решения для бизнеса и другие продукты, основанные на технологиях ИИ. Яндекс – голосовой помощник Алиса. Яндекс, одна из ведущих технологических компаний России, активно развивает технологии искусственного интеллекта. Одной из самых популярных разработок Яндекса является голосовой помощник Алиса. Алиса способна понимать естественный язык, отвечать на вопросы, выполнять команды, искать информацию в интернете, управлять умным домом и многое другое. Она интегрирована в различные устройства и сервисы Яндекса, включая Яндекс.Браузер, Яндекс.Станцию, Яндекс.Навигатор и другие. Алиса — это пример того, как искусственный интеллект становится доступным и полезным инструментом для повседневной жизни. Она помогает миллионам россиян получать информацию, решать задачи и экономить время. Сбер Devices — виртуальные ассистенты Салют. Сбер Devices, дочерняя компания Сбера, специализируется на разработке устройств и сервисов на основе искусственного интеллекта. Одним из ключевых направлений Сбер Devices является создание виртуальных ассистентов. Сбер Devices предлагает семейство виртуальных ассистентов Салют, которые включают в себя Сбера, Афину и Джой. Эти ассистенты обладают различными характерами и специализациями, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящего помощника. Виртуальные ассистенты Салют доступны на умных устройствах Сбер Devices, таких как Сберпортал, Сбербокс и другие. Они также интегрированы в мобильные приложения Сбера и других сервисов. Человек и машина – партнерство в эпоху ИИ. Не стоит бояться восстания машин, как в фильме «Терминатор». Искусственный интеллект не должен рассматриваться как угроза. Он не заменит человека, а станет его партнером и помощником. ИИ возьмет на себя рутинные и опасные задачи, освободив человека для творчества, общения и саморазвития. Важно развивать навыки, которые позволят эффективно взаимодействовать с ИИ. Нам понадобятся знания в области данных, алгоритмов и этики ИИ. Образование и повышение квалификации играют ключевую роль в подготовке к будущему с ИИ. Человек всегда будет играть решающую роль в принятии решений и контроле над ИИ. Мы должны использовать ИИ для блага человечества, создавая мир, в котором технологии служат человеку, а не наоборот.